Приветствую вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Это видео меня заставили сделать многие уже двухлетний стаж, имеют трехлетний стаж и построили теплицы, огородники, дачники. И вот я их скомпоновала, эти вопросы. Просто хочу показать вам несколько вещей, которые вот они советуются со мной. И это очень хорошо, что вы советуетесь, а не делаете сначала, а потом думаете, что вы натворили. Кто-то мне, вот я просто буду показывать, предполагает, что если много горчицы засыпать в землю, в почву теплицы, или даже на грядку, вот, ну, особенно теплицы касаются, то можно сразу решить проблемы. Кто-то закупить предлагает вот много соды пищевой, кто-то перекись водорода собирается 3% использовать для того, чтобы в почве убрать вот все споры грибковых заболеваний, которыми болеют наши овощные растения. Это и томаты, и огурцы, баклажаны, перцы, ну, в общем, все, что и цветы выращивается в теплице. И есть такие предположения даже, что марганцовки надо много, вот купили, развести темный цвет марганцовки и залить землю. Все в теплице, чтобы промочилось где-то 40-50 сантиметров, и затем выращивать овощи, и тогда не будет болезней. Сразу же хочу вам сказать, забудьте вот эту идею про всякие вот эти промачивания почвы этими вот вещами, которые мы называем препараты или же это компоненты какие-то, та же формула соды. Это не решит проблему. Вы будете открывать теплицы, и будет обязательно с ногами вашими в теплицу будете заносить. Да еще хуже будет, потому что вы уничтожите не только патогены грибковых заболеваний, но вы уничтожите те остальные живые невидимые помощники свои, те же и видимые, это и наши помощники червячки. Вот вы все это уничтожите, у вас получится чистая среда. И сюда сразу же, если попадут у вас какие-то другие вот с воздухом споры грибковых заболеваний различных, они сразу же прекрасно себя будут чувствовать, потому что у них будет прекрасные условия для того, чтобы произрастать и развиваться. Но я неспроста веду вот это видео, я начинаю видео с теплицы. Здесь по-прежнему у меня живут растения, а в почве внизу живут другие невидимые помощники. Я вам хочу сейчас подробно рассказать, что нужно делать для почвы. Просто-напросто эти препараты, которые у вас есть, и то, что вы подготовили, оно вам пригодится. Но это пригодится для растворов, которые будете использовать по растениям, и то строго по инструкции. А это видео посвящено как работать с почвой. И это не единовременное вот такое действие. Мне вот одна женщина написала, вот как бы так сделать, чтобы один раз вот это сделать на весь год, и никаких проблем, только потом ну, что-то где-то и удобрять, ну и собирать уже овощи, плоды, урожай, и чтобы не возиться с этой землей, с этой теплицей. Ну, давайте я вам расскажу, как я это делаю, как я пришла к этому. У меня тоже в начальной стадии, когда болели помидоры, фитофторы, огурцы заболевали, я тоже думала, как же, чтобы сделать вот с почвой, ведь они из почвы при высокой температуре, вот эти споры грибковых заболеваний поднимаются, они там живут, и как это сделать, чтобы их не было. Тоже допускала такие мысли, но я всегда учусь, и у меня всегда есть связь, и у меня дружба с детства еще, так как у меня крестный был агрономом, причем с высшим образованием, и очень хорошо разбирался в этом деле. Ну и далее мне по жизни всегда везло, и кумовья мои агрономы, и всегда я общаюсь, встречаюсь с агрономами разных возрастов и разных направлений. И вот, да, кстати, не только агрономы, но мне когда-то очень много подсказок дали мудрые огородники. И эти мудрости сейчас всплывают и помогают много задач решать. Но давайте вернемся. Работа с почвой у нас продолжается в течение всего года. Но это не ежедневная такая работа,
А вот давайте я вам покажу просто на примере одного года. Вот последние годы, где-то года 3, мы вот активно используем в теплицах и в огороде вот эти способы удерживания почвы в своеобразном таком балансе. Называется симбиоз. Агрономы вам скажут, симбиоз должен быть в почве, да, и в природе должен быть симбиоз, то есть должно быть сбалансировано нужное количество и так называемых вредных жителей и позитивных жителей, потому что ничего нет такого, чтобы оно, если очень много чего-то одного, то это тоже плохо. Поэтому должен быть симбиоз. Что для этого надо? Вот мы, начиная с осени, после уборки урожая, мы обязательно используем деструктор целлюлозы. Но не просто деструктор целлюлозы, мы, естественно, я вот сейчас вам покажу вот эту формулу. Это формула деструктора, которой мы пользуемся. Практически она везде одинаковая, разные препараты, но вот название вот такое. Здесь вот такие составляющие. И эти составляющие, этот букет, это семейство, каждый трудится над своей задачей. Но самое главное в этом деле, мы добавляем обязательно органику. И органика помогает этим всем помощникам и питаться, и, естественно, трудиться. Так вот, деструктор целлюлозы не просто убивает или поглощает вот эти все вредные вещества, патогены, как их называют по-простому огородники, они еще и питаются, то есть им нужно питаться на пустой земле, которую вы просто-напросто не удобряете. Там, где нет органики, очень сложно долгое время удерживать живыми вот этих наших помощников. Поэтому должен быть вот деструктор целлюлозы, целлюлоза перерабатывается, плюс все эти вещества готовятся к тому, чтобы растениям подавать, потом корням растений подавать нужные вот эти доступные все элементы питания и вот эту структуру, симбиоз в почве удерживать. Даже температура как-то удерживается при работе вот этих помощников, температура повышается, и если есть органика. А если нет органики, то толку от этого будет мало. Далее. Вот осенью на зиму мы внесли вместе с зеленой массой, это могут быть разные растения, деструктор целлюлозы, триходерма у нас работает. Ну и затем весной уже при подготовке почвы тоже можно проливать. Ну, мы используем фитоспорин, раствор фитоспорина и проливаем почву фитоспорином. Это уже очень хорошо. Особенно вот 2 года назад очень хорошие были пасты фитоспорина, сразу же с питательными веществами. Сейчас это сложность у нас купить, но еще есть возможность купить действительно не подделку, хотя и есть уже подделка, но вот есть очень хорошие препараты действительно фитоспорина, подготовленные правильно. Вот эта паста очень хорошо работает. Далее, еще я что использую при посадке уже растений в почву в теплицах. Это у меня в теплицах работает. Через несколько дней после посадки я использую, чуть-чуть добавляю в воду, теплая вода обязательно, добавляю свежее молоко, молочно-кислые бактерии. Это тоже помощники наши, и тоже они потихонечку выполняют свою работу. Но снова же, это должно быть на 10 литров 200-250 до 300 миллилитров молока свежего, не убитого, то, которое в магазинах продается, а должно быть домашнее. У нас есть такая возможность, мы заказываем, покупаем это молоко и тоже добавляю. Затем очень хорошо мне нравятся вот эти прекрасные 2 помощника, которые все лето с нами работают, все лето находятся с нами, рука за руку держим друг дружку. Это триходермин и гаупсин. Если нету гаупсина, в Украине этот препарат есть, а в других странах есть триходермин. Есть в порошке, есть в таблетках, есть в жидком состоянии. Вот это очень хорошая вещь,
Триходерма – это грибы рода триходермы. Вот они очень хорошо работают тоже с почвой. Я просто-напросто поливаю почву с растениями, снова же выбираю благоприятный день для того, чтобы триходерма действительно вошла в почву и хорошо работала. Это есть определенные дни, календари, и это все у нас есть каждый месяц, плейлист есть на каждый месяц, называется лунный календарь на такой-то месяц, и здесь можно увидеть, когда лучше всего поливы проводить и подкормочки. Так вот, я после полива водой лейку наливаю, все по инструкции делаю и проливаю вот этим раствором триходермина. И тогда очень хорошо влажная почва, и этот раствор внедряется в почву, и там есть и органика, и там остатки деструктора целлюлозы, там тоже триходермин есть. И вот эти вместе все ребята, наши невидимые помощники, трудятся над тем, чтобы в почве было комфортное такое состояние для корней. Но, естественно, на почве все, что в почве в верхних слоях попадается им на их пути, все патогены, все это ими или угнетается. Ну вот триходерма вариде, действующее вещество, грибы, которые живут в почве и питаются возбудителями многих заболеваний, а также продуктами их жизнедеятельности и подавляют активный рост этих патогенных организмов. Это написано на бутылке с триходермином. Я вам просто вот зачитала то, что делает триходермин. Еще очень один хороший препарат гаупсин можно тоже пролить. Раз в месяц достаточно вот такой пролив сделать в почве и потом обрабатывать сами растения. Вот гаупсин тоже уникальная вещь. И в почву можно использовать, и по листу. Он создан на основе бактерий, которые подавляют от 92 до 94% грибковых заболеваний и 70% различных вирусов, вот, снова же тех патогенных организмов, которые воздействуют на наши растения, и они потом заболевают и погибают. Вот смотрите, вот это в течение сезона я использую, получается у меня в начале сезона, то есть это весна, идет фитоспорин, затем молоко потом еще один раз летом повторяю. Раз в месяц у меня полив идет вот этими живыми помощниками. И никакой химии, ни в коем случае никакой химии. И еще я использую, когда начинается уже интенсивно тепло в теплице, нужно мульчировать. Снова же только теплую почву, определенная температура. У меня есть видео на эту тему. Вот я сейчас вам тоже покажу этот кусочек. Я обязательно использую при установлении вот этой всей мульчи, любая мульча, там есть тоже снова же в симбиозе и одни виды бактерий, и других, и споры различные. Все это есть, как на любом растении, поэтому я проливаю или триходермином, раствором триходермина, или же раствором фитоспорина. Делаю чуть-чуть более усиленный раствор, потому что здесь много жителей, которые я бы не хотела иметь в своей теплице. Вот. После этого полива, где-то недели 3 точно, я никаких поливов не делаю этим препаратом. Они там под мульчой прекрасно себе размножаются, органики им питания предостаточно. Ну а затем раз в месяц то ли триходермин, раствор с триходермином, то ли гаупсин. Тоже по инструкции. Достаточно того, что там сделано. Или же можно самим делать эти препараты, размножать. Это есть, по этой теме есть различные видео, в интернете есть различная информация. Но это другая тема. Поэтому вот получается, что весь сезон до уборки урожая мы используем вот эти препараты. Фитоспорин, триходермин, гаупсин, деструктор целлюлозы, ну и молоко. Вот такие вот наши помощники, все они работают с почвой. Все жители вот эти препараты, которые я вам называю, это биофунгициды. Не бойтесь слова фунгициды. Это био, это живые помощники, которые активно питаются органической мульчой или органическими остатками почвы и вступают в вот этот
баланс, симбиоз с корнями растений. Вот это очень важно. Я хочу сразу же это дополнение. Не только вот эти прекрасные наши помощники питаются вот этими всеми спорами грибковых заболеваний, они также очень важную роль выполняют, вступая в симбиоз с корнями растений. Что получается? Усваивая вот эти все корневые выделения наших помидоров, огурцов, баклажанов, перцев, цветов, бактерии производят ферменты и антибиотики, которые подавляют развитие корневых гнилей, ну и также других и бактериальных, грибных и бактериальных заболеваний. Они подавляют развитие корневых гнилей. А корневые гнили из-за того, что сейчас вот эпоха водолей, почва холодная, резкие перепады температур, это активно сейчас произрастает там, где нет работы вот этих наших невидимых помощников. Поэтому обязательно исключайте, пожалуйста, отложите все свои вот эти покупки, которые вы уже сделали или собираетесь делать. Займитесь производством экологически чистых продуктов. Для чего вы это затеяли, эти теплицы, грядки, дачи? Для того, чтобы питаться чистыми плодами. А чистые возможны только, когда мы их выращиваем с помощью биопрепаратов, с помощью просто каких-то природных, естественных помощников. Тоже молоко, молочно-кислые бактерии тоже выполняют свою роль. И это вот для почвы очень важно в последующие годы и в эпоху Водолея, потому что будет очень много испытаний. Не буду говорить сейчас, но уже по астрологии у нас есть плейлист «Астрология и растения». Это очень важно, и сейчас много новых будет открытий, которые позволят нам, изменяя вот технологии, более плавно вот для растений, чтобы все эти процессы происходили, производить вот эти все манипуляции в хорошем смысле слова, для того, чтобы почва была здоровой, растения были здоровы, ну и мы, естественно, питались экологически здоровыми, чистыми плодами, ну и радовались вот этим прекрасным своим растениям и цветам. Это и для сада, и для грядки, для огорода, для всех это имеет значение. Ну что ж, я думаю, что я убедила вас не спешить проливать таким слоем где-то в полметра вот этими растворами, темного раствора марганцовки, горчицей. В общем, кто на что гораст, пожалуйста, отложите это. Время есть еще изучить. Земля во многих еще регионах, даже в теплице, промерзла. Да, кстати, препараты эти работают, самый лучший результат, когда почва прогревается плюс 14 и выше. Да, и работа вот этих всех микроорганизмов, где-то вот заселение, и вот засыпают вот эти деструктор целлюлозы, триходермин, засыпает при плюс 10. Вот мы обработку делаем, вот это засыпание органики при температуре плюс 18, плюс 20 градусов, почва теплая, и проходит этот процесс очень хорошо. Если температура уже выше 40, до 40 ближе, это температура, которая убивает всех наших помощников. Поэтому используйте вот эту середину от плюс 14 до плюс 30, 32, 34 градусов, вот этих всех наших помощников, которые сегодня уже есть в достаточном количестве. Есть в виде различных суспензий, жидкостей, порошков. Изучайте, рассматривайте эти вопросы. Сейчас онлайн магазины есть. Изучайте отзывы о магазинах, чтобы вы получали возможность хороших, качественных, доступ к качественным, хорошим продуктам. Ну, а мы, Раиса Горяченко, Александр Волик, ответили на ваши вопросы. Тех, кто собирался вот эти действия произвести с почвой, убить все в почве, не делайте этого, не убивайте. А наша задача, вот мы, по-моему, доказали вам и подсказали, что весь негатив в виде спор грибковых заболеваний, различных вредителей, весь этот негатив из грунта нельзя уничтожить, а нужно создать симбиоз, который поможет прекрасно всем находиться в гармоническом мирном состоянии и каждому выполнять свою роль.
Ну что ж, всего вам самого доброго, здоровой почвы, здоровых растений, хорошего урожая в 2021 году. Всего вам самого доброго, до новых встреч в новых видео.